Раскрытие тайных способностей сознания. Полное руководство по магическим практикам и управлению реальностью. Представьте себе мир, где границы возможного определяете только вы. Мир, в котором скрытые резервы вашего сознания становятся инструментом трансформации реальности. Сегодня я раскрою перед вами древние знания и современные психотехники, которые позволят вам выйти за рамки обычного восприятия и обрести истинную силу. Это руководство представляет собой синтез восточных эзотерических учений, шаманских практик и современных методов работы с сознанием. Здесь вы найдете не просто теоретические рассуждения, а конкретные техники и упражнения, которые изменят вашу жизнь навсегда. Каждая глава — это ступень вашего восхождения к вершинам самопознания и обретения внутренней силы. Глава 1. Картография сознания и скрытые измерения психики. Архитектура внутреннего мира. Человеческое сознание — это многомерная структура, которую можно представить в виде системы координат. Вертикальная ось отражает уровень психической активности от глубокой депрессии до маниакального возбуждения. Горизонтальная ось представляет волевую потенцию, таинственную силу, объединяющую все наши субличности в единое целое. Каждый из нас носит в себе множество персонажей. Вспомните ситуацию, когда после веселого застолья вы вели себя совершенно не так, как обычно. Утром, анализируя свое поведение, вы не могли понять, что на вас нашло. Дело в том, что алкоголь временно отключил контроль коры головного мозга, и на поверхность вышла одна из ваших субличностей, скрытая часть вашего «я», о существовании которой вы даже не подозревали. Упражнение. Исследование субличностей через воспоминания. Действовать можно так. Честно припомните себя в том самом состоянии. Снова и снова воспроизводите в уме всю картину. Что вы тогда чувствовали, кем себя ощущали, как воспринимали окружающий мир и людей в нем, как хотели перед ними проявиться. Заново все это переживите. Тут важно избежать одной ошибки. Ни в коем случае не исправляйте, не корректируйте ситуацию и себя самого. Пусть все идет так, как оно было на самом деле. Просто понаблюдайте за собою и потом попробуйте себя психологически воспроизвести в том самом состоянии. Впрочем, для этого опыта вовсе не обязательно использовать воспоминания о неприятном для вас застолье. Можете воссоздавать вообще любые ситуации, в том числе и приятные, в которых вы непривычно себя ощущали и необычно вели. Хотя, конечно, именно неожиданные неприятности, как правило, легче всего высвобождают наши потаенные «я». Ваша задача осознать, а следовательно, как мы условились, и прочувствовать, что окружающий мир и вы в нем способны меняться. По сути, это один из аспектов сталкинга Карлоса Кастанеды, а описанная выше ситуация в его кодовой системе объясняется легким смещением вашей точки сборки под воздействием алкоголя. Множественность личности как ресурс развития. В глубинах подсознания каждого человека обитает бесчисленное множество субличностей. Это могут быть образы ваших родственников и знакомых, исторические персонажи, мифологические герои, литературные персонажи, даже животные и природные явления. Все эти сущности составляют ваш внутренний психический космос. Для ребенка Винни-Пух может быть более реальным, чем любая историческая личность. Именно это многообразие внутренних персонажей становится основой для актерских перевоплощений и магических трансформаций, описанных в трудах Карлоса Кастанеды. Упражнение «Ощущение психической разгонки». Теперь попытаемся почувствовать на вкус эту самую психическую разгонку. Припомните себя в состоянии крайнего возбуждения. Быть может, однажды вы сыпались на экзамене и вдруг неожиданно для себя самого нашли правильный ответ на гиблый вопрос.
Или же во время поединка на татами вы вдруг почувствовали необычайный прилив сил и ярко выиграли бой. У каждого в жизни случались моменты интенсивного повышения психической активности. Вспомните один из них. Вспомните свое состояние в тот миг и попытайтесь заново его пережить. А теперь припомните себя в тот момент, когда вы бесконечно устали и вам вообще ни до чего больше дела нет. Все, что вам нужно, так только постель. Реализуйте себя в состоянии заторможенной психической активности. Глава 2. Освобождение от тирании разума. Великий обманщик и диктатор. Наш интеллект – величайший иллюзионист и манипулятор. Он убедил нас в своем всемогуществе и установил тотальный контроль над всеми аспектами нашей жизни. Подобно любому диктатору, разум присваивает себе достижения других областей сознания – интуитивной, волевой, рефлекторной. Посмотрите на язык, которым мы пользуемся. Кого мы называем безумным? Человека с психическими отклонениями, хотя его интеллект может функционировать даже лучше обычного. Разум настолько возомнил себя единственным хозяином, что практически лишил нас доступа к другим, возможно, более совершенным инструментам познания. Остановка внутреннего диалога – ключ к освобождению. Наш разум – неутомимый фантазер и прожектор. Построение планов и бесконечные мысленные диалоги – его излюбленное занятие. Великий мистик XX века Ошо называл человека, потерявшего контроль над своим умом, болтливой обезьяной. В учении Карлоса Кастанеды эта непрерывная мысленная болтовня именуется внутренним диалогом. Остановка внутреннего диалога – краеугольный камень множества духовных традиций. Классической йоги Патанджали, буддийских медитативных практик, даосских и суфийских учений. На бесконечную умственную болтовню расходуется колоссальное количество психической энергии, а непрерывная работа разума блокирует деятельность других центров сознания. Упражнения. Наблюдение за умом и состояние сталкинга. В течение некоторого периода, для начала пусть это будет неделя, занимаясь повседневными делами, как можно чаще проделывайте такой опыт. Обратите внимание на собственный ум и взгляните на него как бы со стороны. Попробуйте за ним понаблюдать хотя бы минуту-другую. Постепенно для вас откроются некоторые истины, касающиеся ума, прежде всего самые элементарные. Во-первых, вы выясните, что наблюдать за взволнованным умом невозможно. Сначала нужно его слегка успокоить, а затем выделить в своем сознании некое молчаливое пространство, которое вообще не подвержено никакому волнению. Вот из этой-то бесстрастной области сознания и возможно вести наблюдение за умом. Опять-таки, все, что мы говорим, суть просто слова. Понять то, что за ними скрыто, можно лишь на собственном опыте. Очень скоро вы обратите внимание и на тот факт, что, будучи в одиночестве, наблюдать за своим умом довольно легко. А вот когда вы с кем-то общаетесь, заниматься этим значительно труднее. Тем не менее, нужно пытаться это делать как можно чаще. Каждый раз, когда вы вспоминаете о своем решении, наблюдать за собственным умом. И не отчаиваться, если ничего не выходит. Тогда рано или поздно, опытным путем, вы подберете для своего молчаливого наблюдателя некую позицию или настрой, в котором он лучше всего справляется со своим делом. Хорошенько его прочувствуйте и сохраните для себя навсегда. Эта позиция – фундамент для дальнейшей работы. Теперь можете считать, что вы уже кое-чего достигли. В магическую систему Карлоса Кастанеды это состояние включено как важный аспект искусства сталкинга, что позволяет нам в дальнейшем для ясности так и называть его – состояние сталкинга. В идеале, общаясь с кем-либо в этом состоянии, вы как бы со стороны наблюдаете за беседой двух посторонних людей. Вы видите, как ваше тело беседует с другим телом. Оно способно испытывать эмоции, волноваться, сердиться
искренне смеяться, но сами-то вы при этом никаких эмоций не испытываете. Вас просто невозможно вывести из равновесия. Упражнение. Мышление без слов. Допустим, вы неожиданно встречаете на улице свою жену. Ваш ум мгновенно определяет, кто именно перед вами, а в следующее мгновение его поддерживает речь и констатирует, опять-таки в уме: Алла, Наташа, Чудо, Юда или как-то еще. Это уже дело привычки. Так вот, попробуйте ничего не сказать, никак не назвать то, что вы видите. Просто почувствуйте, кто перед вами, и никак не называйте. Это легко. Значительно труднее оставить словесно несформированным следующий вопрос. «А с какой стати ты здесь оказалась, милая?» Но в состоянии сталкинга и эта задача окажется вам по плечу. Глава 3. Трехмерное психическое пространство и управление вниманием. Новое измерение сознания. Пришло время отказаться от привычки классифицировать, раскладывать все по полочкам. Снег не просто белый и холодный, а уголь не просто черный и твердый. В разные моменты жизни снег может быть теплым, соленым, пушистым или колючим. Каждый раз он представляет собой уникальный опыт восприятия. Упражнение. Управление вниманием и состояние пустоты. Итак, прежде всего попытайтесь ощутить это самое сознание. Для этого можно немного поиграть собственным вниманием. Захватите щупальцами внимания какой-либо внешний предмет. Тот же стол, цветок, монитор, лист бумаги, все что угодно. Теперь, словно втягивая эти щупальца, как осьминог, обратите внимание внутрь себя. Сначала в умственную область, затем переведите его в сферу эмоций. Проделайте это несколько раз. Из ума на объект, а затем обратно в ум. И точно так же из центра эмоций на объект и снова в эмоциональное внутреннее пространство. Теперь попробуйте присутствовать там, где находится ваше внимание. Иными словами, постарайтесь сознавать себя в этом внимании. Не обещаем, что с первого же раза это у вас легко получится. Но отнюдь не потому, что это само по себе трудно. Просто люди не привыкли осознанно распоряжаться своим вниманием. Что ж, придется немного потренироваться. В итоге это должно у вас выходить легко и естественно, само собою. Упражнение. Остановка внутреннего диалога. Механизм реализации в своем сознании пустоты достаточно прост. Дело в том, что человек способен одновременно фиксировать внимание лишь на двух объектах и не более того. Проделаем небольшой опыт. Протяните перед собою обе руки. Сосредоточьтесь одновременно на ощущениях обеих кистей. Постарайтесь чувствовать их одинаково отчетливо. При этом вы входите в некое состояние, при котором у вас в голове не остается никаких мыслей. Это и есть остановка внутреннего диалога. Не ищите ее где-то вне себя, она, что называется, всегда у вас под руками. Упражнение. Погружение в магический мир и состояние великого безмолвия. Любой из нас обладает некой областью так называемой фантазии, воображения, погрузившись в которую можно создавать для личного пользования рай или ад, созерцать все, что заблагорассудится, слушать музыку, карать злодеев, добиваться чьей-то любви, совершать подвиги и так далее и тому подобное. От вас требуется просто проникнуть в эту область, что вы, безусловно, уже проделывали миллионы раз, но при этом сохранить ее чистой от каких-либо фантазий или псевдосхем ума. Иными словами, попробуйте сознательно погрузиться в глубины собственного «я». Существенная деталь — погружаться в свой внутренний магический мир, желательно с открытыми глазами. А для этого следует научиться глядеть перед собою не мигающим пустым взглядом, как бы смотреть и не видеть. При этом наступает помутнение обычного зрения. Очертания предметов расплываются, погружаются в туман, даже во мрак. Ваш взгляд полностью расфокусирован. Для контроля слегка подвигайте головой. Ваши зрачки остаются неподвижны в глазных яблоках. Они легко и свободно перемещаются вместе с головой.
не зацепляясь за внешние объекты. Попробуйте это проделать. В итоге вы входите в какое-то немыслимое состояние, в котором почти невозможно говорить или думать. У этого состояния иное предназначение – магические воздействия. Назовем его состоянием великого безмолвия. В дальнейшем это название станет вам понятнее. Глава 4. Освобождение от психических блокировок и комплексов. Механизм психического зомбирования. Человек, мыслящий по сути, является человеком запрограммированным. Вся его жизнь – непрерывное накопление психических комплексов, деструктивных программ и подчинение множеству внешних влияний. Механизм прост. Попадая в болезненную ситуацию, человек инстинктивно снижает уровень осознанности, чтобы избежать неприятных ощущений. Информация, не попавшая в кору головного мозга, оседает в подсознании, которое лишено критического мышления. Все болезни действительно происходят от нервов. Различные системы самосовершенствования предлагают свои методы освобождения. Психоанализ на Западе, эдитинг в саентологии, перепросмотр у Кастанеды, исповедь в христианстве. Суть одна – высветить сознанием темные углы психики и освободиться от накопленных блокировок. Упражнение. Звуковая прокачка психики. В этой главе мы решили обучить вас одному чрезвычайно важному для сканера звуковому сигналу, который используется для прокачки психики. Сигнал этот предельно прост и состоит из равных по длительности 3 звуков. Начинается он с долгого «з», которое растягивается на несколько секунд, затем плавно переходит в звук «у». Губы при этом складываются в трубочку и выпячиваются вперед. Этот гласный «у» вибрирует как согласный звук. Наконец, губы смыкаются, и звучит долгий носовой звук «м». Итак, сядьте или встаньте спокойно. Лучше всего заниматься этим упражнением, сидя на пятках по-японски. Сложите руки перед грудью ладонями вместе. Забудьте об окружающем мире, о своих эмоциях и произносите мантру раз за разом. Можно закрыть глаза, хотя настоящий сканер почти всегда работает с открытыми глазами. Сосредоточьтесь внутри своего тела, внутри своих нервов. Произнося мантру, вы ощущаете нечто непередаваемое словами. При переходе от Z к U вы чувствуете дрожь в зубах, неимоверную дрожь. При завершении звукового сигнала вас даже немножко встряхивает, как бы током. Добейтесь этого ощущения, пробоя током всей вашей нервной системы. Упражнение. Перепросмотр для снятия блокировок. В качестве альтернативного варианта припоминания можно предложить следующую схему действий. Поочередно выбирать лиц или события, которые, как вам помнится, вызвали у вас сильные эмоции. Погрузившись в свой внутренний мир, сосредоточиться на объекте, пытаясь восстановить не только его зримый образ, но и всю сумму впечатлений, с ним связанных, слуховых, тактильных и так далее. В общем, дать полную волю ассоциативной памяти, способной увести вас очень далеко в глубины подсознания. В итоге вам следует снова ярко пережить все то, что уже было некогда вами пережито, и о чем вы позабыли, а также и то, причем последнее всего важнее, через что вы перешагнули, каким-либо образом ускользнув от переживаний. При этом ни в коем случае нельзя терять в себе бесстрастного наблюдателя и пускаться в фантазии. Глава 5. Путь воина и принципы безупречности. Философия несгибаемого намерения. Стремление удержать привычное, иметь сегодня то, чем владели вчера, это бреши в сознании, через которые утекает жизненная энергия. Практика силы предлагает иной подход. Если я поступил именно так, значит, это необходимо. Каков бы ни был результат, иного не дано. Стиль жизни воина подразумевает не поддаваться внешнему влиянию, стать прозрачным для любого воздействия, не выполнять то, на что провоцируют, ни о чем не сожалеть, принять полную ответственность за свою жизнь и действия. Глава 6.
Накопление внутреннего огня – тапас. Охота за силой. Сила человека – способность использовать скрытые возможности, заложенные в нем самом и в окружающем пространстве. Ноосфера – коллективное бессознательное. Эта сила исходит из таинственной тьмы, первоосновы всего сущего. В санскрите существует термин «тапас» — внутренний накал, духовный жар. Для восточных мистических традиций тапас — обязательное качество ученика. Существуют способы наполнения себя внутренним жаром без физических страданий. Упражнения. Растворение во тьме. Итак, сядьте свободно на стуле, не скрещивая рук и ног. Совершенно расслабьтесь и постарайтесь себя интроверсировать. Например, прислушайтесь к собственному дыханию, почувствуйте свои волосы, ощутите кожей одежду и так далее и тому подобное. Постарайтесь дышать низом живота, представляя на выдохе, как воздух выходит непосредственно через ваше тело. Закройте глаза, плавно наклоните голову. Пусть она свободно опустится вам на грудь. Расслабьтесь, постарайтесь ощутить полный покой. Тьма вокруг вас — тьма. Чуть-чуть напрягите веки, сильнее закрывая глаза. Представьте себе бесконечную, всепоглощающую тьму. Бесконечная, безмерная, полная, абсолютная тьма. Тьма вокруг вас, над вами и под вами. Весь мир — это тьма. Вот вы проваливаетесь в нее, вы падаете в нее все глубже и глубже. Вы ощущаете, как эта всепоглощающая, безмерная тьма проникает сквозь поры вашей кожи и вливается в каждую клеточку вашего тела. Вы чувствуете, что пропитываетесь тьмой и растворяетесь в ней. Безмерная тьма, она поглощает ваше тело, и не остается больше ничего, кроме бесконечной, всепоглощающей тьмы. Бесконечная, всепоглощающая, клубящаяся тьма. Сквозь плотно сжатые веки вы всматриваетесь во тьму. Нет ничего, кроме безмерной тьмы. Тьма, растворенная в вашем теле, через ваши темные глаза, плотно закрытые темными веками, смотрит сама в себя. Тьма глядит во тьму. Во тьме вы чувствуете жар и холод одновременно. Неимоверный жар и адский холод. Жар и холод одновременно пронизывают вас. Бесконечная всепоглощающая тьма стирает все и вся. Остается только здесь и сейчас. Вы забываете, кто вы, где находитесь, как вы жили до сих пор. Вы — это тьма и вечность, в которую вырастает любое мгновение. Завершая упражнение, начните ощущать реальный мир вокруг себя. Сделайте вдох и на выдохе откройте глаза. Глава 7. Работа с теневой стороной психики. Внутренний ад как источник силы. Во психике каждого человека существует собственный ад, место, где хранятся неудовлетворенные желания, несбывшиеся надежды, фантазии и сны, которые мы стараемся забыть. Умение работать с этой теневой стороной — путь истинного развития. Именно там можно черпать особую силу для трансформации. В раю возможна только деградация, техника, наложение эмоций, антишизоизация психики. Итак, сядьте, расслабьтесь, закройте глаза. Поднимите перед собою на уровень плеч обе руки. Сожмите левую руку в кулак и представьте, что здесь, в левом кулаке, во всей руке и вообще в левой половине тела собраны все негативные эмоции. Все ощущения, которые мы высвободили в первом вспомогательном тренинге. Вспоминание неприятных поступков. Они распространяются на левую руку, на всю левую половину тела и на левую же часть головы. Ярко и четко это ощутите. Теперь сожмите в кулак правую руку. Сосредоточьте в ней и во всей правой половине тела гордость за себя, блаженство и все прочие позитивные чувства, которые реализованы вами во втором вспомогательном тренинге «Вспоминание героических поступков». В левой вашей половине сохраняется неприязнь к самому себе и прочие негативные эмоции, а ваша правая сторона полна гордости, удовольствия и других приятных ощущений. Теперь соедините кисти и почувствуйте, как внутри вас перемешиваются эмоции, ощущения и чувства правой и левой половин вашего тела.
Они сплавляются в единый и однородный конгломерат. Теперь во всем своем теле вы одновременно испытываете удовлетворение, гордость, счастье и отвращение, ненависть, презрение к себе. Все, довольно. Упражнение. Внутренний ад. Сядьте свободно, расслабьтесь. Закройте глаза, плавно опустите голову на грудь. Полностью затормозите психическую активность, остановите все проявления своей воли, активности сознания и психики. Почувствуйте полное глубочайшее торможение. Теперь представьте себе, что вы очень устали, уснули и видите сон. И во сне, в глубочайшей релаксации почувствуйте, будто все ваше тело растворяется в облаке серой мглы. Эта серая мгла клубится вокруг вас. Она заполняет весь мир, и ваше тело тоже растворяется в облаке этой серой мглы. Вы исчезаете, в ее толще остается лишь слабо светящаяся точка. Вокруг этого свечения вновь проступают контуры вашего тела. Вы ощущаете себя неким безымянным существом, бредущим в облаке серой мглы. Вот ваши вытянутые руки упираются в какую-то стену. И вот провал. Это вход в туннель, в гигантский бесконечный туннель. Но вот впереди вы видите свет и чувствуете какое-то тепло. Наконец, вы видите, что это изначальное безумное пламя. Полыхающее, ревущее, безумное адское пламя. Без колебаний вы входите в него и чувствуете, как пламя охватывает ваше тело. Пламя выжигает в вас все наносное, надуманное, чуждое вам. И вот перед вами дверь, огромная, окованная железом, неимоверно тяжелая дверь. Там, за этой дверью, ваши неудовлетворенные желания, те ваши эмоции, мысли, ощущения, которые одновременно и восхищают, и отвращают вас. За этой дверью ваши фантастические немыслимые сны. Готовы ли вы ее открыть? Да? В таком случае потяните ручку и почувствуйте, как эта тяжелая дверь уступает вашим усилиям. Вы входите в свой внутренний ад, в закрытую и засекреченную зону собственной психики. Вновь у вас возникает чувство прежде растворенного в серой клубящейся мгле реального мира. Сделайте медленный глубокий вдох и на выдохе откройте глаза. Глава 8. 6 точек силы. Расшифровка магической системы. Тайная схема Дона Хуана. Загадочная схема из 6 соединенных точек, описанная Карлосом Кастанедой, представляет собой карту человеческих способностей. Первая точка — воля, сила, объединяющая все субличности в единое целое. Вторая точка — ощущение, включающее восприятие 5 чувств и интуицию. Третья точка от сновидения — самостоятельная реальность, где мы проводим треть жизни. Четвертая точка — видение, в понимании Кастанеды, восприятие без интерпретаций. Пятая точка — разум, интеллект. Шестая точка — речь. Прямой контакт разума с ощущением открывает способности необычного восприятия, например, видение без глаз. Связь интеллекта со сном реализуется в осознанных сновидениях. Связь разума с областью видения лежит в основе невербальных гипнотехник и магических психотехник. Глава 9. Искусство сканирования, практические техники. Упражнение «Наработка дистанционных ощущений». Проведем небольшой опыт. Хорошенько разотрите кисти рук, чтобы они разогрелись и высохли. Держите локти возле туловища, а ладони разведите перед собою сантиметров на 50-60. Теперь медленно и свободно сводите их, стараясь в какой-то момент ощутить отталкивание ладоней друг от друга. Что-то как бы стремится их развести, когда руки оказываются на некотором расстоянии друг от друга. Ни в коем случае не закрывайте глаз. Немигающий взгляд устремлен в пустоту. Проделайте этот опыт несколько раз. Добейтесь четкого ощущения отталкивания рук. Следующий ваш шаг — ощущение внутреннего ритма собственного тела. Сидите свободно, с открытыми глазами. Вслушайтесь в свое тело и почувствуйте его внутренние колебания, внутренний ритм. Наконец, поставьте перед собой руку ладонью вперед. Как и прежде,
ваши глаза открыты. Войдите в свое магическое пространство и, как бы отслеживая все происходящее оттуда, предоставьте руке возможность двигаться самопроизвольно. Позвольте своей руке отразить некую внутреннюю пульсацию, определенный ритм. Это и есть ваш ритм. Глава 10. Работа с миром сновидений. Сновидение как отдельная реальность. Мир снов – самостоятельная реальность, где большинство людей беспомощно и податливо. Именно в сновидениях можно наиболее эффективно осуществлять магические воздействия. Упражнение. Выделение субличности. Даймона. Сядьте спокойно, расслабьтесь и одновременно соберитесь. Глаза остаются полуоткрыты. Погрузитесь в глубины своего «я», так, чтобы окружающий мир расплылся у вас перед глазами. Погружайтесь глубже, еще глубже. Теперь, пребывая в состоянии полного безмыслия, из глубин своего «я» созерцайте себя самого. Затем, осуществив волевой толчок, ярко и четко почувствуйте, как меняется это ваше внутреннее «я», как в глубине подсознания образуемся какой-то проход, и оттуда появляется некая совершенно иная ваша сущность. Ощутите, как она постепенно овладевает вами и всем вашим телом. Само тело начинает изменяться в полном соответствии с вызванной вами сущностью. Все ярче проступает новый образ, как бы наложенный на вас. Теперь вы ясно видите и ощущаете, какая именно ваша субличность выделилась из подсознания и воплотилась в вашем теле. Стоп. Упражнение. Здесь и сейчас. Сядьте свободно, не скрещивая рук и ног. Закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Почувствуйте мгновение. Оно может проскользнуть незаметно, как бы мимо вас, а может стать нескончаемо длинным, как век. Теперь представьте себе, как этот миг растягивается. Этот же миг был вчера, он же будет и завтра. Этот миг — вечность. Времени не существует. Оно придумано, оно порождение логического ума. Вечность и мгновение ничем друг от друга не отличаются. Вечность есть мгновение. Не существует ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Есть только здесь и сейчас, здесь и сейчас, здесь и сейчас. Следует глубокий вдох. Удерживая ощущение здесь и сейчас, вы открываете глаза. Глава 11. Магия видения и символического мышления. Техника. Сканирование собственного подсознания. Сейчас вам предстоит погрузиться в глубины своего «я», отыскать там некую конструкцию, выявить в ней неполадки и их исправить. Итак, сядьте свободно, расслабьтесь. Расфокусируйте взгляд. Глаз лучше не закрывать. Теперь погрузитесь в глубины своей психики. Глубже, еще глубже. Сквозь очертания расплывшегося мира начинают проступать какие-то неясные тени. Внутренне соберитесь и совершите волевой толчок, в результате которого перед вашим внутренним взором возникнет некий образ. Это может быть все, что угодно, даже разложенные карты или шахматная позиция. Теперь тщательно осмотрите полученный образ и выявите в нем какие-то нарушения, неполадки, быть может, уродливые излишества. В общем, все, что в нем вам не нравится. Выявив какое-то нарушение, тут же его исправьте. Для этого ярко и четко представьте, как должен выглядеть не понравившийся вам фрагмент образа. Теперь наложите свою идеальную версию на первоначальную неисправность и постарайтесь удержать полученную картину. Техника. Кукловод. Дистанционное воздействие. При этом левую ладонь вы кладете себе на затылок и очень ярко визуализируете образ человека, на которого намерены повлиять. Правую руку вы поднимаете перед собой и как бы прикладываете ладонь к затылку визуализированного объекта. Вы начинаете себе внушать, что ваша правая рука нагревается. Иными словами, вы как бы гоните в нее тепло. И как только температура обеих рук уравняется, следует тут же их опустить с чувством выполненного долга. Вместе с теплом вы гоните в правую руку свою команду,
выраженную бессловесным мысленным посылом. Глава 12. Сила истинного имени. Истинная речь как ключ к управлению. Истинная речь — звуковое выражение сущности объекта или явления. Узнав истинное имя человека, вы обретаете над ним власть. Упражнение. Обретение своего истинного имени. Можете сидеть, как обычно, при выполнении психотехник, но лучше встаньте. Поставьте ноги немного шире плеч, руки свободно опустите, слегка наклоните голову. Полностью расслабьтесь и войдите в свое магическое пространство. Растворите ваше «я» в серой клубящейся мгле. Теперь сформируйте мысленный посыл и вместе с озвучивающим его вопросом «Кто он?». Направьте словно шар в эту серую бездну, в глубину своего сознания. Дождитесь, пока из серой бездны вашего «я» к вам придет ответ. Это может быть какой-либо образ или жест, но главное — это будет некий неясный звук. Вслушайтесь в него, уловите в нем определенный ритм и какую-то более или менее членораздельную основу, состоящую из нескольких или даже из одного слога. Запомните ее. Стоп. Заключение. Колесо фортуны и 4 условия удачи. Секрет управления удачей. Удача не зависит от внешних обстоятельств. Ее количество в мире ограничено. Чтобы привлечь удачу, необходимо соблюсти 4 условия. Первое — создать в подсознании установку. Было бы глупо, если бы что-то у меня не вышло. Второе — освоить психоэмоциональное состояние. Вспомните момент, когда вам сказочно везло, и закрепите это состояние. Третье — выработать модель поведения. Тотальная спонтанность и уверенность в том, что так и должно быть. Четвертое — сохранять радостную невозмутимость. Что бы ни произошло, усматривайте в этом благо. Путь продолжается. Практика силы — это непрерывный эксперимент, объектом которого является сама жизнь. Теперь вы вооружены всем необходимым для этого великого эксперимента. Главное — стремление к настоящей, наполненной силой жизни. Это руководство, начало вашего пути. Каждая техника, каждое упражнение — инструмент трансформации. Используйте их мудро, практикуйте регулярно, и вы откроете в себе способности, о которых даже не подозревали. Помните, истинная магия — это не фокусы и чудеса, а глубокое понимание законов сознания и умение их применять. Вы — творец своей реальности. Сила уже внутри вас. Осталось только научиться ее использовать. Еще больше уникальных эзотерических практик вы найдете на нашем телеграм-канале, а для продвинутых искателей, которые готовы идти глубже, у нас есть приватный VIP-клуб с эксклюзивным контентом. Не забудьте подписаться, ссылки в описании.